Друзья, всех приветствую на канале Bug Cars Show, и сегодня у нас весьма необычная распаковка. Случайно наткнулся на замечательного представителя матчбоксовской серии Working Rigs экскаватор. Собственно, не мудрствуя лукаво, модель так и называется – экскаватор. Само собой, данная серия подразумевает подвижные части, и их у нашего сегодняшнего гостя хоть отбавляй. Как вы сейчас увидите, двигается у машины абсолютно все. Сегменты стрелы, ковш, вращается башня. Но что больше всего удивило, у модели настоящие резиновые гусеницы. При этом они не бутафорские, гусеницы реально вращаются на крутящихся катках, передних и задних. Вот это, друзья, и есть тот самый премиум от матчбокса, который, несмотря на абсолютно игрушечное, в общем-то, предназначение, действительно не стыдно поставить на полку рядом с настоящими моделями соответствующего масштаба, пусть и вторым планом. Башня вращается на 360 градусов, сверху видна крышка капота двигателя и глушитель с выхлопной трубой. Декалирование выполнено на традиционно высоком уровне, вот я даю предельный зум, и микроскопические надписи совершенно отчетливо при этом считываются. Нет и критичных съездов декалей со своих выштамповых на корпусе. В общем, здесь все традиционно хорошо и докопаться очень трудно. В кабине даже есть рычаги управления. Ходовая часть кабины выполнена из металла, тогда как стрела с ковшом пластмассовой, и это совершенно логично. Вообще, стопоры у сегментов стрелы формально присутствуют, но сделаны они очень хлипко. Например, уже из коробки стрела в поднятом состоянии просто не удерживается, сползает со стопора и падает. Хотя и в этом можно найти копийность, ведь настоящий прототип в нерабочем состоянии тоже разгружает гидроцилиндры и фиксирует ковш на земле, ну или на раме. А вот фиксаторы положений ковша, напротив, сделаны чрезвычайно тугими, поначалу даже боишься сломать пластик. В общем, золотой середины здесь коробки, к сожалению, не достигли, но это, пожалуй, единственная претензия к модели. В целом, как видите, экскаватору можно придать совершенно любое положение, которое может изобразить его реальный прототип. Кстати, катать машину по поверхности при желании тоже можно, хотя гусеницы уже и приняли форму овала от статического положения в коробке. Впрочем, если вы решили купить эту игрушку ребенку, уверен, он на эти мелочи внимания едва ли обратит. Ну а я напомню, что наши гоночные выпуски временно приостановлены по самой что ни на есть уважительной причине. Мы делаем абсолютно новую, более детальную и длинную гоночную трассу. Поэтому, друзья, наберитесь терпения, ну а для затравки пара кадров с места строительства. И, разумеется, всем огромное спасибо и оставайтесь с Bug Cars Show.